Здесь мы сейчас будем работать мокрой кисточкой, так сказать. То есть кисточку мы как следует смочим в масле, заправим ее краской в жидком состоянии. И так легче у нас будет рисовать тонкие волоски. Да, и вот так вот везде прорисовываем, где можно. Сейчас мы выйдем за пределы прически, нарисуем вот эти вот завитки, состоящие из отдельных волосков. В общем, вот такая работа на этом уроке предстоит. Посмотрите, как это выглядит. Здесь мы также на этом же этапе мы вообще работаем над тонкими волосками, поэтому сюда эластик подключается и кисточки тщательно смоченные. Вот. Работа сама по себе совсем не тяжелая, но отнимает много времени, конечно, ничего не скажешь. Но зато результат будет более-менее реалистичный. Без этого он таким не станет.
Вообще, когда прорисовываются волосы, вообще на этих этапах работа всегда очень медленная, потому что работаешь практически с каждым волоском. Ну, она отнимает только время, по сути. Зато эффект потом колоссальный. Каждый волосок дает свой результат. Смотрится очень красиво. Можно было, конечно, перемотать весь этот процесс, но я все-таки обязан вам его показать, чтобы вы видели, как на самом деле происходит в мастерской у художника его работа. То есть все как есть, без прикрас, как говорится. Ну, на этом этапе особо никаких секретов нету. Здесь просто нужно, чтобы каждый волос или какой-то такой длинный тоненький локоночек, чтобы он не имел стыков, чтобы он был вот как начался и плавно-плавно в конце утоньшился и закончился. Как-то так, за этим нужно смотреть. И чтобы каждый волосок подчинялся всему целому локону, всем его изгибам. Все как надо, чтобы было. За этим нужно смотреть и все. А основную тональность можно потом подогнать и большой кисточкой. Особо сильно там не закрасишь эти тонкие волоски. Если надо, можно потом еще раз его подчеркнуть, поправить, ничего страшного.
следующем, уже в завершающем уроке, я совсем уберу вот эту фотографию, которая слева, чтобы она нам не мешалась. И будем рисовать все волоски, которые будут слева. Они будут и ластиком нарисованы, и кисточкой потоньше, кисточкой побольше размером. Ну, в общем, все, что вокруг основной прически, все будет прорисовано. Ну вот, собственно, сейчас можно подвести итог, как мы вообще нарисовали волосы, с чего все началось. Давайте разобьем все на несколько этапов. Первое, значит, у нас был линейный рисунок карандашом, эскиз. Потом, значит, мы взяли кисточку, не особо точно подчеркнули все линии, которые у нас будут темные, все крупные места, которые у нас темные, такие пятна темные, все мы их закрасили, где-то посветлее, где-то потемнее. Вот. Потом у нас было заполнение всех пустот между этими линиями, этими темными пятнами, такой средней тональностью, с учетом вообще общей тональности, как это должно быть, глядя на фотографию. Потом у нас была работа ластиком. Мы подчеркивали все направления, как должны локоны идти. Параллельно шли с этими темными линиями, которые у нас были в начале. В общем, работа ластиком. Потом, значит, мы берем кисточку, 2-3 каких-то размера, таких плоских, тонких, смачиваем их как следует, набираем их краской в более жидком состоянии, и в таком виде мы рисуем уже тонкие волоски, которые выходят за пределы прически или внутри нее находятся на среднем тональном участке каком-нибудь, не особо темном.
Вот, там, где это видно. Ну, собственно, уже к завершению мы еще там кое-где ластиком поработали, кое-где кисточкой поработали, кое-где и большой кисточкой. Там, где у нас тональность убежала туда, куда нам не надо, мы ее опять поправили, поставили на место. В общем, самый последний этап — это устранение всех недочетов и подгонка под общую и целую картинку. Вот, собственно, весь процесс, все, что мы сделали. Сейчас он подходит к завершению, там еще будет, конечно, над ним работа. Ну вот как раз она такая будет. Малозаметная, как говорится, долгая и нудная, но которая дает такое большое количество мелких деталей, то есть реализм.